Всем привет, дорогие друзья! Есть у меня вот такая лампа. Лампа простенькая, невзрачная, но при этом рабочая и в хорошем состоянии. И решила я ее немного украсить в своем любимом винтажном стиле. Делается это совсем несложно, и если вас заинтересовал такой вариант оформления старой лампы, то оставайтесь со мной и смотрите видео дальше. Для начала мне понадобится небольшой кусок гипюра. Из него я аккуратно вырежу все листочки, большие и маленькие цветочки, все, что есть. И затем на предварительно обезжиренный спиртом плафон лампы я буду приклеивать их достаточно плотно друг к другу клеем ПВА. Таким образом, я обклею весь плафон по кругу, не затрагивая при этом верхушку плафона, там, где отверстие для вентиляции. Так как гипюр достаточно плотный, чтобы он хорошо приклеился, я промазываю аппликацию с гипюра еще одним слоем клеем ПВА, оставляю лампу хорошенько просохнуть. А сама тем временем займусь изготовлением вот таких цветов из ткани. Как делаются такие цветы, я покажу на примере одного цветка. Беру шифон розового цвета, складываю его в 6 слоев шириной 10 сантиметров. Фиксирую булавочками, чтобы он не разъезжался, и прикладываю к нему вырезанные из картона круги диаметром 10 сантиметров, 9 сантиметров, 8 и 7 сантиметров. Обвожу их карандашом. Затем вырезаю ножницами все нарисованные кружки. Не снимая булавок с кружков, я делаю с 4 сторон небольшие надрезы. И затем, сложив кружок вдвое, срезаю возле этих надрезов уголки. В расправленном виде должно получиться что-то вроде цветочка четырехлистника. Далее мне понадобится свеча. С ее помощью я буду оплавлять края всех лепесточков, быстро проводя края ткани рядом с пламенем, не поджигая ее. Если случайно ткань немного загорелась и слегка обуглилась, потемнела, то эту часть можно аккуратно срезать ножницами и снова оплавить. Когда все лепестки готовы, я буду их собирать в цветок. Для этого мне понадобится иголка с ниткой и небольшая губка. Иголку ушком вниз я вставляю в губку и нанизываю на иголку сперва все большие лепестки, затем поменьше и так по убыванию до конца, пока не закончатся все лепестки. Выдергиваю иголку и делаю несколько стежков, чтобы скрепить все лепестки в цветок. Не обрезая нить, пришиваю красивую пуговицу в центр цветка. На этот цветок красивой пуговки у меня не хватило, поэтому я приклеила в центр клеевым пистолетом стразик. Наряду с цветочками я сделаю 3 полураскрывшихся бутона. Для этого я скатаю из фольги шарик, обверну его кусочком шифона. Шифон лучше сложить вдвойне, чтобы фольга не просвечивала. И приклею к нему снизу 5 или 6 маленьких лепестков, сделанных по тому же принципу, что и на большом цветке.
Листочки я сделаю из атласной ленты фисташкового цвета. Отрежу от нее 5 кусков длиной 6 сантиметров. И, сложив кусочек вдоль пополам, я срезаю с двух сторон уголки, придавая ленте форму листика. Затем при помощи свечки оплавлю края листочка. И, вновь сложив листик вдоль пополам, я склею серединку листочка, проводя над пламенем от центра к краю листика. Вот так он должен выглядеть в развернутом виде. Делать это надо аккуратно, чтобы не прожечь серединку. Следующим шагом я буду окрашивать плафон лампы в бледно-фисташковый цвет. Для этого я смешаю охру, белую и зеленую краски. С помощью губки я нанесу краску на плафон, тщательно прокрашивая все труднодоступные места, особенно в области гипюра. В месте крепления штатива к плафону губкой красить неудобно, поэтому я подкрашиваю там кисточкой. После высыхания первого слоя краски я наношу второй слой и оставляю лампу до полного высыхания. Цвет получился нежно-нежно-фисташковый, даже кажется, что она белая. Чтобы слегка выделить гипюровые цветы и листья, я нанесу на них краску слегка темнее основного цвета плафона. Смешиваю те же цвета краски, но белого цвета добавляю чуть меньше. Обмакнув губку в краску, я лишнюю краску снимаю, чтобы губочка была почти сухая. Слегка касаясь губкой, я наношу краску только на выступающие части гипюровой аппликации. Оставляю лампу хорошенько просохнуть. После чего покрываю весь плафон акриловым лаком на 3-4 слоя, дав при этом просохнуть каждому слою. Клеевым пистолетом к плафону лампы я приклеиваю сперва 2 крупных цветка, 1 цветок поменьше и 3 совсем маленьких цветочка. За один кончик приклеиваю листики, подпихивая их под лепестки цветов. Честно говоря, я изначально не планировала как-то декорировать ножку лампы. Но, посмотрев на нее в готовом виде, убедилась, что черный цвет ножки смотрится очень агрессивно. Поэтому я ее покрашу в белый цвет и немного состарю. А перед тем, как что-либо делать с ножкой лампы, я прячу под салфеткой цветы рядом с ней, чтобы не испортить их. Тщательно обезжирила штатив лампы. Даже прошлась щеткой со спиртом во всех углублениях, потому что со временем там скопилась пыль. Для эффекта состаривания я слегка натру свечкой края ножки лампы. Затем, окрасив ножку лампы в серый цвет, даю ей просохнуть. Опять местами натираю края лампы свечкой и окрашиваю ее полностью уже в белый цвет. Оставляю лампу на некоторое время, чтобы краска полностью высохла. Затем мне понадобится мелкая наждачная бумага. С ее помощью я буду местами сошкуривать белую краску, уделяя особое внимание тем местам, где натирала свечкой. В итоге появляются потертости серого и черного цвета. Лампа начинает выглядеть потрепанной временем. Хорошенько удалив всю пыль с ножки лампы,
Я покрываю ее на 3-4 слоя акриловым лаком, дав просохнуть каждому слою. А пока сохнет лак, я сделаю еще один маленький цветок на кнопку включения-выключения лампы. Для этого я вырезала, оплавила и склеила между собой 6 лепестков белого цвета разного диаметра. В центр цветочка клеевым пистолетом приклеила несколько полубусин розового цвета. Тем же клеевым пистолетом приклеила цветок на кнопку включения-выключения. Преображение старой лампы в новую полностью завершено. На мой взгляд, с такой лампой жить значительно уютнее. Да и выглядит она намного красивее и интереснее, чем была прежде. И в обслуживании она несложная. Саму лампу можно протирать влажной тряпкой, но цветочки из ткани, если запылятся, просто пропылесосить. В общем, я полностью довольна своей старой новой лампой. Успехов вам в рукоделии! Оценивайте и комментируйте видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Надеюсь на скорую встречу с вами в следующих видео. Пока-пока!